Производим замену задних тормозных дисков, задних тормозных колодок. Видите, состояние довольно печальное дисков, выработка большая, плюс проржавели здесь, очень машина долго стояла. И сейчас при движении, при нажатии на педаль тормоза, очень жестко отбивает в тормоз педаль. И это все говорит о том, что необходимо заменить диски или протачивать. Но здесь, я как говорю, выработка очень большая уже. Видите, бурт какой. Миллиметра 1,5-2 с каждой стороны. В толщине они уже не проходят. Однозначно под замену. Начинаем разборку. Первое, что хочу сделать, разъединить датчик износа колодок. Здесь у нас штекер имеется. На язычок нажимаем с одной стороны. И здесь вытягиваем. Я уже подготовил все, потому что очень сильно грязью забивается. Здесь продул, прочистил все. И есть возможность сам штекер разъединить. Хотя, видите, подготовил, все равно очень туго выходит. Все, вышел. Датчик износа будет новый. Можно использовать старый, если не стерся. Но в моем случае это не получится, потому что он вот здесь, вот, смотрите, перетерся колесом. Неправильно был уложен. Очень большой здесь оставили, очень большую часть, большую петлю сделали. И его перетерло. На панели горит оповещение о том, что необходимо заменить колодки. Демонтируем суппорт. Здесь два болта. Если по оригиналу болты стоят, то будет под головку 12. Если уже меняли, колодки ставили, производили замену, ставили новые, то тут, скорее всего, будут болты под 13-ю головку. Откручиваем. Направляющую от проворачивания удерживаем рожковым ключом 19 мм. И отверткой аккуратно приподнимаем суппорт. Снизу, сверху, с посадочного его демонтируем. Убираем суппорт. Есть вот здесь возможность положить на рессору, он не мешает. Шланг не натянут, можно его так здесь оставить и забыть на время. Но сразу забывать не будем. Давайте вдавим поршень на суппорте, почистим здесь посадочные, чтобы потом уже сюда не возвращаться. Здесь все продуваем. Данный суппорт выполнен с рычагом привода стояночного тормоза, поэтому для того, чтобы вдавить поршень, надо одновременно его вкручивать и вдавливать. Для того, чтобы не закусывало пыльник на поверхности поршня, аккуратно здесь приподнимем часть его край отверточкой, очень аккуратно, чтобы не повредить, не порвать. Приподняли и туда немного силикон спрея брызнули. И в момент уже закручивания, вворачивания, вдавливания пыльник не будет закусывать, и аккуратно поршень вдавится. Используем инструмент для вкручивания и вдавливания, так называемую ужимку для суппортов. Подбираем насадку необходимую, которая подходит здесь по посадочному. И вкручиваем, вдавливаем поршень. Важное замечание. Это Ford. Это правая сторона. И задний суппорт, поршень на заднем суппорте имеет правую резьбу, стандартную. Вкручиваем, используя ужимку с правой резьбой. На левой стороне, на фордах, левая резьба. И там необходимо вкручивать против часовой стрелки и вдавливать. Это важное замечание, потому что если возьмете стандартную ужимку и начнете давить с левой стороны, вы просто сорвете суппорт. Не суппорт, а шток на поршне. И больше ручник работать здесь не будет. Поэтому очень важно это учитывать. Давили до упора, но на этом приключения с поршнем не заканчиваются. Смотрите, опять же, это Ford. И очень важно, чтобы одна из этих прорезей, которая находится с торца поршня, оказалась ровно посередине вот этого отверстия. Вот здесь она должна быть. Для чего это? Покажу, конечно же, в момент сборки. Но это очень-очень важно. Поэтому вдавили до упора. Если прорезь не находится посередине данного отверстия сверху суппорта, довернули по часовой стрелке. Можно ориентироваться вот на этот отлив. Все, встало. Нет, нельзя ориентироваться. Смотрите, встало не на свое место, поэтому
Довернем еще раз. Только по часовой стрелке, потому что даже если чуть-чуть зашло за центр, начнете крутить против часовой, у вас поршень начнет выдвигаться. А по часовой он будет оставаться на месте. Все, я выставил здесь посередине. Осталось здесь с суппортом еще почистить поверхность прилегания и оставляем его здесь, он у нас будет подготовлен. Теперь убираем скобу суппорта. Колодки можно сразу извлечь из посадочных, если они бывает намертво укоревают. И откручиваем здесь два болта под головку 15 мм. Раз, два. Скобы суппорта и скобу демонтируем. Скобу также сразу подготовлю. Смотрите, пружинные пластины. Если есть в наборе, то старые можно выбрасывать. У меня с колодками пришли в одном наборе. В колодках были пружинные пластины и новые болты крепления направляющих. Поэтому данные пружинные элементы я выбрасываю. Если такие новые элементы отсутствуют, тогда старые необходимо почистить с двух сторон, и снизу, и сверху. Почистить здесь посадочные на суппорте, и потом уже их устанавливать. Потому что если вы просто почистите здесь, вот так как они стоят только снаружи, то колодки могут не залазить и впоследствии клинить. Потому что вот видите, сколько здесь мусора, грязи, окалин, ржавчины под данными пружинными элементами. Поэтому их снимаем, при необходимости чистим. Чистим обязательно здесь, и потом устанавливаем новые или уже подготовленные старые. Пружинная пластина устанавливается только в одном положении. Есть правая, есть левая. Или наоборот, правая и левая, смотря как стоит. Есть большой язычок, он смотрит наружу. Маленький язычок, вот, видите? Вот он, маленький, вот большой. Маленький смотрит внутрь, большой наружу. Все. И здесь все почистили, подготовили. Обязательно промазываем направляющие. Старую смазку вытираем. Закладываем новую. Я использую такую смазку Феби. Закладываем. Используем только смазку для направляющих. Нельзя использовать литол, солидол, шерусовую. Ничего такого нельзя. Тем более медную. Потому что от медной сразу клинить будут. Керамическую пасту также нельзя. Только смазку для направляющих. Потому что от другой смазки вот резинка разбухает. И направляющий тоже клинит. Обязательно вот здесь посадочное промазываем на пыльнике, чтобы здесь посадочное на направляющее не ржавело и влага не попадала внутрь. Все, проверяем, крутится, направляющая ходит одну, и так вторую. Скала суппорта подготовлена, направляющие обслужены. Колодки уже установим по месту. Двигаемся дальше. Сейчас уберем защиту тормозного диска. Она прикручивается снаружи. Раз болт, два. И вот здесь третий. Все под головку 8 мм. Очень аккуратно крутим. Я уже попробовал. Крутится, но бывает обламывается. Если обламывается, ну тогда высверливать, вываривать, что-то делать. 3 болта откручиваем, защиту убираем. Также, смотрите, видите, я поддомкратил разбираемую сторону. То есть у меня автомобиль вывешен на траверсе, на стопорах стоит, но я в данном случае правую сторону немножко вверх приподнял, потому что придется демонтировать, извлекать полуось, и чтобы масло здесь не вытекало, приподнял сторону, чтобы в момент разборки, пока разбираем, все остатки масла стекли туда ближе к редуктору. Поэтому сейчас откручиваем 3 болта, убираем защиту тормозного диска, и здесь откручиваем 5 болтов под головку 15 мм, извлекаем полуось. Болты длинные, сквозные, видите, проходят через отверстие в ступице. То есть они крепят одновременно диск, ступицу и полуось, и между собой стягивают. Какую-то тару подставить надо, потому что остатки масла все равно еще могут здесь оставаться, но они и остаются здесь в любом случае, и будет капать немного.
полностью извлекаем. В качестве уплотнения здесь на полуоси, видите, уплотнительное кольцо. Можно использовать его старое. С ним обычно ничего не случается. Но если уже второй, третий раз, то можно уже поставить новое. Или если оно закусано. Здесь все хорошо. Первая замена дисков. Можно будет поставить на место именно полуось с этим старым уплотнительным кольцом. Здесь остатки масла вытираем, чтобы не капало уже ничего. Больше капать не будет. Убираем отсюда поддон. И гайку с подшипниками здесь необходимо закрыть ветошью. Ступицу продуваем, сдуваем по максимуму пыль, грязь, мусор. И теперь разбиваем тормозной диск. Тормозной диск необходимо сбить до упора назад, то есть в сторону рессоры. Для этого убирали защиту тормозного диска, чтобы было куда сдвинуться. Далее повернуть, чтобы вот эти прорези оказались над проушинами. И уже демонтировать на себя диск. И здесь все очень легко и просто получилось. Бывает очень много ржавчины, окалины. Он не сбивается ни в одну сторону, ни во вторую. Но здесь, видите, практически руками все идеально просто демонтируется, разбирается. Вот так выглядит тормозной диск. Видите, совсем печальный. Теперь необходимо подготовить посадочный подтормозной диск. Чистим наружную часть ступицы вот здесь. И также поверхность прилегания торцевую изнутри. Это все выбираем болгаркой. Используем жесткую щетку, жесткий зачистной диск. Все это подготавливаем. Все вычистил, подготовил. Идеальная поверхность прилегания под тормозной диск. Устанавливаем новый тормозной диск на место. Новый тормозной диск. Обязательно смотрите, чтобы легко, очень легко заходил диск на посадочный. Бывает чуть-чуть другая отливка здесь. Под другую ось, под другое посадочное. И кажется, что они плотно заходят. На самом деле они не подходят. Люди там пытались молотками забивать их и съемниками задавливать. Так не должно быть. Диск должен легко и просто заходить. Вот видите, все почищено, подготовлено, все идеально становится на место. Убираем заглушку и устанавливаем на место полуось. Совместилось все отверстия, нажимаем болты. Болты крепления тормозного диска нажимаются усилием 110 ньютонов на метр. Посадочную часть под колесный диск даже чистим, подготавливаем. И теперь полностью всю ступицу промываем очистителем, обезжириваем тормозной диск. Следующая у нас на очереди защита тормозного диска. Обязательно промазываем болты, чтобы в следующий раз они открутились. Устанавливаем скобу суппорта. Болты зажимаем усилием 115 ньютонов на метр. Дальше ставим колодки, но здесь есть нюанс, о котором я обещал рассказать. Именно для этого мы поворачивали поршень в определенное положение, так чтобы прорезь была ровно посередине отверстия. Помните, на данном автомобиле
на данной тормозной системе есть внутренняя колодка, есть наружная. Видите, они отличаются вот этими количеством вот этих выступов. Именно внутренняя колодка должна попадать вот этим выступом в прорезь на поршне тормозного суппорта. Если не попадете, не будет работать ручник, будет клинить колодки. Опять же, если поставите эту внутрь, тоже не будет работать ручник и могут подклинивать колодки. Поэтому важно правильно поставить колодки. Наружная, внутренняя. И последний штрих. Устанавливаем сверху суппорт, закручиваем, зажимаем болты крепления. Устанавливаем новый датчик износа тормозных колодок на внутреннюю колодку. Проводим его здесь аккуратно и защелкиваем на своем посадочном месте. Промазываем посадочный подколесный диск, устанавливаем колесо, зажимаем усилием 200 Нм.